Муж говорит, что я плохая мать. Что делать в такой ситуации? Это действительно очень сильно травмирует отношения. Я психолог, иногда работаю с парами, иногда с людьми индивидуально по-разному. У меня были такие случаи, когда проблемой в отношениях было именно это, да. Мужчина не просто так думал, хотя матерей плохих не бывает, мы с вами, женщины, мамы, это понимаем. Невозможно быть плохой матерью. Мать — это всегда определенный труд. И мать, она просто есть, ей не нужно давать оценок, плохая она или хорошая. Любая мать в любой момент жизни делает максимум возможный. Да, другой вопрос, что у некоторых матерей возможности психоэмоциональные небольшие. Но каждая мать любит ребенка по-своему, как умеет. Как умеет, так и любит. Да, и матерей не выбирают. Но что же делать? В этом видео я расскажу 4 общие рекомендации, что вы можете сделать, если вдруг это ваша проблема в отношениях. А также у меня есть платный вебинар, когда конфликтом именно является воспитание детей. Ну, потому что плохая мать — это же про воспитание. На моем курсе про отношения есть целый отдельный блок, где я учу, как конфликтовать, и перечисляю темы, о чем обычно ссорятся пары. И одна из этих тем действительно конфликт. Ну, о чем обычно ссорятся? Из-за денег, из-за секса, из-за родственников, из-за воспитания детей. Это очень важно. Итак, переходим к делу. 4 рекомендации. Что сделать, если есть такая проблема? Первое, что я рекомендую сделать, это легализуйте, то есть признайте, проговорите это открыто, что нельзя вас называть плохой матерью. Объясните ему, что первое, это очень сильно ранит вас. Так и скажите: меня это ранит. Прямо говорите, открыто, не намеками. Меня это ранит, мне делает это больно. Покажите свою уязвимость. Второе, да, привлеките его внимание к тому, что смотри, наш ребенок состоит наполовину из тебя и наполовину из меня. Представь, отзеркальте. Представьте, если я буду говорить ему, что у него плохой отец, он будет чувствовать, что он наполовину сделан из чего-то плохого. Вот то же самое происходит, если ты говоришь ему, что я плохая мать. Давай сделаем так, что это будет нашей проблемой, договориться о том, как воспитывать, что не так. Давай проговорим это. Но давай сделаем так, чтобы ребенка это не касалось. Не надо травмировать его и внушать ему, да, что мать плохая. Это неверно. Легализуйте, проговорите, не делайте это скрытой проблемой. Проявите эту проблему открыто. Второе. Проговорите, а что именно не так в воспитании, чем он недоволен. Расспросите его, что тебе не нравится, а как ты это видишь, что не так, расскажи мне, объясни. Расскажите, как вы это видите, да? Но первое, выслушайте его, пусть начнет он. Я понимаю, что вам обидно, больно, да, но я очень много на курсах своих учу, что, знаете, если мы будем идти от своей обиды и ждать от партнера чего-то большего, чем он дает нам сейчас, то мы будем идти не к примирению, а к расхождению. Огромное количество семей сейчас разводится. Огромное количество психологов на том же YouTube-канале мотивирует людей к независимости, к резкости. Бросай, как только что-то не так. Ищи того, кто тебе подходит. Но идеально подходить, идеально прям, никто никогда не будет. А я всегда за примирение. До определенной степени, до степени разумности нужно пробовать идти навстречу. Нужно изучать техники, как это делать. И вот одна из техник, да, которой я сейчас с вами делюсь. Сначала расспросите его, несмотря на то, что обидно. Выслушайте его, пусть он выговорится. После этого третий шаг. Вам нужно вывести какие-то общие правила воспитания и попробовать. Ключевое слово здесь попробовать, лишь попробовать. Не ожидайте, что это обязательно получится, но попробовать хотя бы в чем-то, в чем у вас конфликты, и вы по-разному смотрите, договориться о каком-то общем решении. Общие правила воспитания необходимы, потому что, конечно, если один воспитывает по одному, другой по другому, это и отношения портит между супругами, и ребенок, опять-таки, он оказывается вот той самой повозкой в басне про лебедь, щуку и рак, которую тянут в разные стороны. Естественно, это личность, психику ребенка разрывает в прямом смысле слова на разделенные части. Это очень вредно. Постарайтесь вывести общие правила воспитания. Может быть, не все, но максимум, который вы сможете. Постарайтесь ради вашего ребенка.
И четвертое. Если не можете сами, будьте готовы идти к специалисту. Знаете, когда у нас болит зуб, мы же по старинке не дергаем его сами. Нет, ну честно, если у моих детей шатались молочные зубы, и там он висел, знаете, как бывает, на ниточке уже, иногда я помогала им выдернуть. Мы там скручивали, что-то делали, чтобы помочь. Мы не бежали к стоматологу. Поэтому, естественно, то, что я сейчас вам перечислила, это вообще общие рекомендации. Хотите углубиться, больше детальных советов, берите платные программы. Но не ожидайте, что у вас получится обязательно прям решить это самим. Если зуб болит, то в современном мире разумно идти к стоматологу и лечить этот зуб. А если действительно не получается с мужем самостоятельно вот так вот решить эту тему, будьте готовы уделить ей время и ресурс. Возьмите какие-то консультации, попробуйте вместе прийти. Если муж не соглашается, тогда требуйте от него, чтобы он был тоже готов постараться договориться без специалиста. Потому что если оба хотят договориться, то я верю, искренне верю, я уверена, что когда правда в глубине души оба фокусируются на том, что давай договоримся, давай найдем решение, они обязательно найдут решение. Но если один из вас, муж, например, хочет воевать и конфликтовать, то тогда надо иногда ставить вопрос ребром. Слушай, дорогой, либо мы идем к специалисту, раз у нас не получается, либо давай искать решение. Но давай ты покажи мне, что ты тоже хочешь его искать, что ты не ругаться хочешь, а мириться. Не ссориться, а искать компромиссы. Искать это решение, потому что обвинять мать в том, что она плохая, это не решение. Это просто обвинение. Я думаю, что девочки, женщины, вы, естественно, понимаете, о чем я сейчас говорю. Я очень буду рада, если это видео кому-то будет полезным. Пожалуйста, пишите вашу обратную связь. Можете задавать вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если досмотрели до конца. И до встречи в следующих видео на этом канале.